Добрый день! Сегодня мы рассмотрим такое явление природы и техники, как положительная обратная связь. Положительная обратная связь – ПОС – тип обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое способствует дальнейшему отклонению выходного сигнала от первоначального значения. То есть знак изменения сигнала обратной связи совпадает со знаком изменения входного сигнала. Положительная обратная связь ускоряет реакцию системы на изменение входного сигнала, поэтому ее умышленно используют в технике в ситуациях, когда требуется ускорение реакции на изменение внешних параметров. В то же время положительная обратная связь может привести к неустойчивости системы. Самый известный пример положительной обратной связи в химии – цепные реакции деления ядер тяжелых элементов в ядерном взрыве. При управляемой ядерной реакции в ядерных реакторах эффективный коэффициент размножения нейтронов, петлевой коэффициент усиления в терминах авторегулирования – поддерживается равным единице с помощью следящей системы регулирования положения поглощающих нейтроны стержней. В электронике тоже активно наряду с отрицательной обратной связью, повышающей устойчивость системы, используют и положительную обратную связь. Для примера примем, что в контуре нет фазовых задержек. Если коэффициент усиления в петле положительной обратной связи в разомкнутой системе или разомкнутом контуре больше единицы, то в системе либо возникают автоколебания, это используется в различных автогенераторах, либо система перейдет в одно из устойчивых квазистационарных состояний, например, различные триггеры. Если коэффициент усиления в разомкнутом контуре равен единице, система находится на грани самовозбуждения, и случайно возникшие автоколебания либо медленно затухают, либо нарастают до ограничения. При коэффициенте усиления в разомкнутом контуре меньше единицы система устойчива. Например, автогенератор на основе усилителя с мостом Двина в цепи положительной обратной связи является примером схемы с частотно-зависимой положительной обратной связью. Причем для того, чтобы этот генератор генерировал синусоидальный сигнал с малыми искажениями, петлевое усиление в схеме поддерживается точно равным единице с помощью амплитудно-зависимой нелинейной отрицательной обратной связи. При использовании в генераторах синусоидального сигнала частотно-независимую часть моста Вина не используют, то есть исключают из схемы R3 и R4. Передаточная функция частотно-зависимого делителя напряжения изображена на рисунке и на максимуме имеет коэффициент передачи 1 к 3 от входного напряжения, и фазовые отклонения равны нулю. Поэтому коэффициент усиления усилительного элемента должен быть равен 3. Но, как мы уже выяснили, положительная обратная связь вызывает неустойчивость системы, и плавное возникновение гармонических колебаний в такой системе рано или поздно приведут к ограничению синусоиды усилительным элементом. Поэтому необходимо применять специальные меры для поддержания единичного коэффициента передачи цепи частотно-зависимой положительной обратной связи для сохранения минимальных нелинейных искажений генерируемого синусоидального напряжения. Кроме того, при регулировке частоты сопротивлениями R1 и R2 также приводит к уменьшению коэффициента передачи частотно-зависимого делителя напряжения, требующего увеличения усиления усилительного элемента для компенсации этого уменьшения. Для начала мы настраиваем наш усилительный элемент на симметричное ограничение выходного сигнала.
Еще один аргумент в пользу усилителя с большим коэффициентом усиления – это время до возникновения колебаний. Если мы возьмем усилитель с коэффициентом усиления равным 3, то даже в идеальных условиях нам придется ждать долгое время до возникновения колебаний. Проще снижать коэффициент усиления усилителя до 3 по мере возникновения колебаний с помощью автоматической регулировки усиления ARU. Однако нашей темой сегодня является положительная обратная связь, поэтому этот вариант мы оставляем за кадром. Схема нашего усилителя состоит из 2 транзисторов с гальванической связью. Отрицательная обратная связь по постоянному току состоит из резистора R3. Его мы и подбираем для симметричного ограничения сигнала. Усиление мы регулируем с помощью отрицательной обратной связи по переменному току резистором R5 в цепи C2, R3, R5. Эта цепь у нас настроена на единичную передачу в замкнутой цепи частотозависимой положительной обратной связи. Давайте посмотрим на возникновение гармонических колебаний при включении схемы. Из-за долгого процесса возникновения автоколебаний видео ускорено, и только после 490 миллисекунд у нас появляются первые робкие импульсы автоколебаний, которые начинают со временем нарастать все быстрее. Это и есть влияние положительной обратной связи. Давайте очень незначительно уменьшим отрицательную обратную связь по переменному току. И мы сразу видим, что процесс автоколебаний возникает уже после 110 миллисекунд. Но возникли ограничения на максимумах синусоиды. А теперь давайте исключим отрицательную обратную связь по переменному току. И мы видим мгновенное возникновение автоколебаний, но их частота упала в 2 раза. И другие виды генераторов обязательно используют для возникновения автоколебаний положительную обратную связь. А теперь давайте рассмотрим другой вид устройств с положительной обратной связью. Это триггеры Шмидта. Триггер Шмидта – двухпозиционный релейный переключающий элемент, статическая характеристика которого имеет зону неоднозначности, петлю гистерезиса. В узком смысле триггер Шмидта – электронное устройство, в более широком смысле любой переключающий элемент с гистерезисом, реализованный на любых физических принципах. Электромеханические устройства, пневматические, чисто механические. Примером использования триггера Шмидта есть любые термостаты. В термостатах при достижении температуры включения устройство начинает нагревательный процесс до того момента, пока не наступит второй порог температуры, который заставит выключить нагревательный элемент. И теперь устройство будет ожидать достижения температуры включения, которая должна быть обязательно ниже температуры выключения. А ширина гистерезиса будет означать точность поддержания температуры в определенных пределах. Еще говорят, что устройство с гистерезисом обладает памятью. Суть в том, что триггер Шмидта строится из комбинации компаратора и РС-триггера. Кстати, а знаете ли вы, что магнитная лента в любых магнитофонах тоже обладала гистерезисом? Вот вам и доказательство обладания памятью. Итак, в одном из предыдущих видео я рассказал вам о дифференциальном усилителе. Ссылка на видео будет под этим видео. Так вот, давайте превратим этот усилитель в триггер Шмидта. Свяжем выход Q1 со входом Q2 посредством делителя напряжения R4, R5. Положительная обратная связь у нас образуется с эмиттера транзистора Q2 на эмиттер Q1. Транзистор Q1 здесь простейший компаратор, сравнивающий напряжение на базе и эмиттере Q1. При нарастании напряжения на базе больше, чем на эмиттере, транзистор открывается,
вызывая увеличение напряжения на эмиттере. Транзистор Q2 закрывается, уменьшая тем самым порог компаратора на Q1. Следовательно, закрываться начнет транзистор Q1 при меньшем напряжении на базе, вызывая быстрое открывание благодаря положительной обратной связи транзистора Q2 и повышая порог компаратора. Раньше еще применяли положительную обратную связь в радиоприемных устройствах. Дело в том, что положительная обратная связь увеличивает добротность контура, повышая тем самым избирательность и чувствительность радиоприемника, особенно в радиолюбительской практике. Есть положительная обратная связь и в медицине при определенных заболеваниях. Предполагается, что рост человеческого интеллекта также обусловлен положительной обратной связью, гонкой вооружений из-за возрастающей межгрупповой и внутригрупповой конкуренции. А на сегодня у меня все. Лайки, дизлайки, подписка на канал от вас. От меня всего доброго, до свидания.